как хорошеет Сеул. Все мокрое, зато прохладно. Цапля как символ преображения города. Ночью, видите, будет подсветка, и в каждый камень они встроили светильник. Но это сказка, это просто сказка. Сеул знаменит своим преобразованием автомобильных пространств пешеходные. Ну, наверное, самое такое знаменитое в конце нулевых произошло. Это когда они раскопали реку, у них была река. В какой-то момент, чтобы увеличить количество дорог, они эту реку закопали, сделали там эстакаду, многополосную дорогу. И вот в конце нулевых было принято решение реку раскопать, дорогу убрать и сделать классную прогулочную зону. Часто Сеул приводят в пример, показывая этот проект. Вы его наверняка видели, мы его сегодня с вами посмотрим. Из недавних проектов есть преобразование, опять же, автомобильной эстакады в пешеходную. Ну и много других общественных пространств они сделали. Убирают дороги и делают пешеходные улицы, общественные пространства, парки. В общем, сегодня будем смотреть, как хорошеет Сеул. Сейчас только ленивый не учит английский. Все понимают, что он делает жизнь намного проще и открывает множество возможностей, начиная с просмотра англоязычных роликов на YouTube и заканчивая трудоустройством в зарубежные компании. Но просто выучить язык недостаточно. Его нужно еще практиковать и желательно с иностранцами. Специально для этого есть cambly.com. Это платформа для видеообщения с носителями английского. Вы просто заходите на сайт, логинитесь через почту или Facebook, выбираете понравившегося репетитора, созваниваетесь с ним и спокойно практикуетесь. Все репетиторы Cambly исключительно носители языка, поэтому они без проблем помогут поправить произношение и сделать речь более естественной. Там есть и британцы, и американцы, и австралийцы, поэтому можно выбрать, чей акцент вам легче всего воспринимать на слух и с кем интереснее всего общаться. Наверное, самая полезная функция – это фильтр по доступности. Если у вас выдалось полчаса свободного времени и вы не знаете, чем заняться, вы можете за пару минут найти там свободного собеседника и поболтать с ним на английском. Это можно сделать даже через приложение на смартфоне. То есть вам вообще не надо напрягаться, не надо ничего заранее планировать, не надо делать никаких домашек. Просто когда есть настроение, созванивайтесь с носителем и практикуйте язык. Чтобы немного подтолкнуть вас, я договорился, чтобы всем моим зрителям по промокоду Варламов дали бесплатное 15-минутное занятие. Вам даже не нужно вводить данные карты, чтобы его получить. Если понравится, тогда уже можно будет привязать карту, оформить подписочку на сервис с 10% скидкой, кстати. Она максимально гибкая. Можно, например, выбрать 15-минутную практику раз в неделю или выбрать часовую практику, но каждый день. Так что, если у вас есть 15 минут свободного времени, потратьте их на общение с иностранцем и заодно оцените свой английский. Ссылка на Cambly в описании к этому ролику. Итак, мы с вами попали на эстакаду. Такая вот здесь транспортная развязка, самый центр. Всего здесь высажено почти 250 видов разных растений. Обратите внимание, вот каждая клумба и везде разные деревья, травы, цветы, кустарники. Кстати, что интересно, эта эстакада, она еще работает как питомник. То есть те растения, которые здесь выращиваются, они потом пересаживаются в другие парки города. А я, кстати, смотрю, тут есть спонсоры у этих клумб. Например, вот это вот BMW спонсировала. Очень круто, что повсюду тут спасение, распыляют везде воду. Все мокрое, зато прохладно. И жара сейчас больше 30 градусов. Ужасно жарко. И только такое вот распыление спасает от жары. О, смотрите, друзья, тут модненький светильник. Добро пожаловать. На разных языках. Здесь можно попить фонтанчики с водой. Видите, все подписаны, все растения. Вот это вот магнолии. Какие-то даже вот сейчас вот зацветают. То есть сюда можно приходить как в ботанический сад. Вот такие шикарнейшие кусты. Чтобы все эти деревья окончательно выросли, нужно будет подождать 10 лет. И вот через 10 лет парк приобретет уже законченный вид, когда все деревья подрастут. О! Да, это идешь действительно как по ботаническому саду.
Вот здесь в парке есть такие зоны кондиционируемые, что летом актуально для отдыха. И вот в одной из них пенсионеры поют какие-то песенки. Проектировала этот парк голландская студия, и это такой своеобразный ответ Highline парку в Нью-Йорке. Highline парк, вы наверняка знаете, бывшая железнодорожная эстакада на Манхэттене, которую лет 10 уже даже больше назад переделали в такой парк, и это стало тоже таким знаковым событием в мире урбанистики. После этого во многих странах начали всякие старые эстакады железнодорожно-автомобильные переделывать в парке. Длина всей этой конструкции сейчас порядка километра, но корейцы будут ее дальше развивать, будут к ней пристраивать новые спуски, делать еще больше зелени. Целью всего этого было, конечно же, создание новых зеленых зон, прогулочных пространств, и чтобы центр города, центр Сеула стал более дружелюбным и приятным для пешеходов, потому что еще 20 лет назад в Сеуле был кошмар и ужас, все было асфальтово-бетонно, везде были машины, и пешеходу найти спасение было сложно. Теперь все больше таких вот общественных пространств появляется. Здесь все зоны разные, и вот сейчас мы переходим в зону с соснами. А вообще парк планировали специально так, чтобы в любое время года здесь было круто. То есть вот есть вот зона с вечно зелеными растениями, где мы сейчас идем, видите, есть разные сосны. Есть клены, которые очень красиво выглядят. Есть, понятно, летние зоны. В любое время года в этом парке красота неописуемая. А вот начинается зона с нашими березками. Значит, смотрите, вот здесь есть план. Вот это вот такая вот зеленая эстакада. Мы сейчас здесь. Называется все это Сеула 7017. Сеула, ну это как Сеульская улица можно перевести. Сеульская улица. А 7017 это две даты. 1970 год, это когда эта эстакада была построена для автомобилей. И 2017 год. Это когда ее реконструировали и сделали из нее парк. То есть прошло почти 50 лет, как корейцы осознали ошибку и исправили эту ошибку, и из эстакады, из автомобильной эстакады сделали парк для людей. Этот парк хороший ответ мэрам Тюмени, мэрам Челябинска, всем вот этим вот ребятам, которые сегодня заняты дорожной революцией, ну а по сути просто вредительством. Все ваши эстакады, все ваши вот эти вот дорожные развязки, рано или поздно из них будем делать парки. Что-то, конечно, сносить, а что-то превращать в красивые парки. Вот у нас тут садовники садовничают. Здесь оно уже спускается на уровень обычной улицы и превращается в такой бульвар. Друзья, и наконец-таки мы добрались до самой главной урбанистической достопримечательности Сеула. Это Чхонгечхон. Чхонгечхон это ручей, что в переводе означает чистая река, чистый ручей. Собственно, здесь всегда был ручей. Он есть и сейчас, и вы хотите меня спросить, а что же здесь такого достопримечательного? Изначально это действительно был ручей. Но в середине прошлого века вокруг этого ручья начали селиться какие-то там переселенцы, начали появляться какие-то трущобы, и в этот ручей начали сливать все нечистоты, и он стал уже не таким уж и чистым. То есть примерно то, что мы видим в Индии или в каких-то африканских странах, когда вот вокруг ручья самое такое помойное место, все отходы, все нечистоты, все в него сливают. В общем, это стало реальной городской проблемой. И в середине прошлого века, в 60-х годах, начинаются дискуссии, власти Сеула принимают решение, во-первых, трущобы все отсюда убрать, все вот эти вот домики на курьих ножках отсюда снести, а ручей убрать в бетонную трубу и над ним построить многоуровневую эстакаду. В начале нулевых все посмотрели на эту дорогу и поняли, что что-то не то. Во-первых, очень не круто то, что в центре города шумная магистраль. Во-вторых, начались экологические проблемы, загрязнение воздуха, постоянный шум. В общем, все негативные последствия от магистрали. И городские власти в 2003 году решают магистраль снести, ручей открыть и сделать здесь уже не просто ручей, а сделать парк. Собственно, 2 года идут работы. В 2005 году Чхонгечхон открывается для людей. И здесь появляется фантастический парк длиной почти 10 километров. Это стало, наверное, таким одним из главных вообще примеров преобразования пространства в городе. Вот смотрите, раньше у нас здесь была дорога, а теперь у нас тут прыгают цапли. Или кто-то похожий на цаплю. Кстати, невероятно, но факт.
после того, как демонтировали автомобильную магистраль, транспортная ситуация в центре Сеула только улучшилась. Да, это такой вот парадокс, что иногда демонтаж крупных дорог, магистралей, он только улучшает транспортную ситуацию. Такое часто бывает. Это, к слову, о том, что рано или поздно, если мы берем наши города или берем Москву, Садовое кольцо придется сужать максимум до 2 полос в каждом направлении. Придется возвращать сады опять на Садовое кольцо. И сейчас все делают такие круглые глаза, говорят, как? Москва же встанет без Садового кольца, без этой широченной магистрали. Ничего страшного, друзья, с Москвой не случится. Станет только лучше, поэтому Садовое кольцо мы вернем на Садовое кольцо сады. Так же, как сеульцы вернули в свой центр чистую реку и потрясающий 10-километровый парк. Ну вот вы только посмотрите, а. Ну это сказка, это просто сказка. Кстати, интересное решение. Во время ливня здесь происходит сброс воды через вот такие вот ворота. И везде висят объявления, что во время ливня нужно отсюда уйти, чтобы тебя не смыло в ручей. А вот здесь видно, рабочие открывают, и там виден коллектор ливневой. Круто, вода очень чистая, прямо хочется нырнуть и поплавать. И, кстати, во многих местах есть такие переходы, они буквально через каждые 50 метров, такие вот камни, по которым можно этот ручей перейти. А мы продолжаем смотреть на эту прекрасную реку. Вот мне очень нравится, как они такие прямо зеленые стены сделали, которые полностью закрывают город, и ты идешь здесь, складывается такое ощущение, что в каких-то таких джунглях. Ну, понятно, что дома видны, но максимально много зелени, ивы, очень красиво. Продуманы спуски к воде, то есть много вот мест, где можно ноги помочить, посидеть прямо у воды. Кстати, что круто, чем дальше я иду, тем таким более диким становится этот парк. Здесь уже так попроще, может быть, благоустройство. Дорожка осталась только с одной стороны, но посмотрите, насколько такая вот густая там растительность, ивы, акации. А здесь вот от старой автомобильной эстакады оставили опоры. Здесь она шла прямо над ручьем, и вот оставили опоры, и можно представить, что здесь было 15 лет назад. Просто шикарный ручей, и здесь в него еще один впадает. Сейчас мы перейдем по этим камням. И вот с этой стороны сюда впадает другой ручей. Вдоль него тоже сделана прогулочная зона. Но мы туда не пойдем. Вот здесь вот хорошо видно место впадения. И вот смотрите, я уже иду по такой тропинке, совсем небольшой. Вокруг травы и такие остатки, вот эти бетонные опоры с торчащей ржавой арматурой. Цапля как символ преображения города, которая сидит на обломках опоры эстакады. Ух ты! Фонтаны! Включили фонтаны. Слушайте, прям безумно интересно гулять по этому парку, потому что вот его длина почти 10 километров, видите, и он весь разный. Тут какие-то тропинки уже туда под деревья идут. Здесь какие-то мостики. Мы сейчас опять переходим, а ночью, видите, здесь будет подсветка. Еще они, видите, в каждый камень они встроили светильник. То есть не просто камни, а здесь еще встроены светильники. И вот так вот заканчивается этот парк. Заканчивается он, как это символично, эстакадой. Уже новой эстакадой. Это новая эстакада, которую построили недавно. Она высокая. Она не блокирует парк, то есть парк дальше продолжается. Вокруг жилые районы, многоэтажечки, жилые районы. И это уже такая широкая, медленная река среди жилых районов. А над ним идет эстакада. И здесь вот мы сейчас с вами посмотрим на схему, которую мы с вами прошли. То есть вот эта вот вся часть, это там, где раньше была эстакада, которую они вот демонтировали. А заканчивается все вот здесь. Я дошел до сюда. Здесь у нас уже вот другая эстакада идет. Это уже такая широкая река. Здесь вот место впадения. Вот так вот, друзья. Это так будет с каждым. Так будет с каждым городом, который сегодня строит эстакады, строит развязки, пытается удовлетворить автомобилизацию, потому что мы знаем, что сделать это невозможно. Вся эта автомобильная инфраструктура, она токсичная, она вредная для города, поэтому современные города, которые думают о людях, об экологии, о качестве жизни, они эстакады демонтируют, убирают дороги и возвращают в город природу. Берите пример с корейцев. Корейцы большие молодцы. Рано или поздно это будет в России.
На этом все. Мы с вами посмотрели, что корейцы делают с дорогами, с эстакадами. Надеюсь, их пример вам понравился, поэтому прямо сейчас вам нужно поставить лайк этому видео, написать комментарий и обязательно им поделиться, чтобы как можно больше людей увидело, как правильно обустраивать города. На этом все. Всем пока. Увидимся завтра в новом видео.